Всем привет! Меня зовут Наташа Кинза, и сегодня я вам предлагаю связать вот такие маленькие хорошенькие жилеточки. Не обязательно маленькие, вы можете вязать на своих взрослых животных. Это может быть жилетка для собачки. Это, конечно, не для фотосессии, не для каких-то прогулок красивых. Это исключительно жилетка имеет функцию обогрева. Котятки у меня маленькие, они еще пока что не привыкли, конечно, к одежке, но приучать к одежде нужно с самого раннего детства. Поэтому, если у вас вдруг наступила осень, отопление еще не дали, дома холодно, а у вас лысая кошечка мерзнет, или, например, вам нужно быстро вам нужно добежать до ветеринарки куда-нибудь, пожалуйста, сядьте, свяжите. Буквально 25-30 минут вяжется такая жилеточка. Пряжи нужно совсем немножечко. Для работы нам потребуется пряжа. Нужно ее совсем немножечко, буквально, на котенка четверть моточка 50-граммового, не больше. Выбирайте какую-нибудь пряжку такую мягонькую, если ваш котик тоже голый, как и у меня, то лучше мягкую такую неаллергенную пряжку выбирать. Если все-таки есть шерстка у вашего животного, то, я думаю, не особо принципиально, какая будет пряжа. Крючок я выбрала 3,5. Он немножко большеват для этой пряжи, но я специально взяла побольше крючок, чтобы изделие получалось такое рыхлым и мягоньким, комфортным. Ножницы. И, конечно же, нам потребуется наша модель. Сейчас я на этой модели покажу, как измерять котельку. Да. Большую не стала брать, есть у меня и большие модели, но с большой я точно не справилась бы здесь на камеру. Поэтому вам покажу, что нужно измерять на этом маленьком ухе. Вы измеряете обхват головы, вот так, по самому широкому месту головы, а не шеи. Высоту от основания уха и до, в общем, шею измеряете, длину шеи, да. Вот такие мы длина шеи, товарищи, садись. Потом измеряете вот тут у основания лапку и прибавляете еще 1 сантиметр. Вот так. Плюс 1 сантиметр. И от конца передней лапки и до начала задней вот это расстояние измеряете. Вот. Еще вам нужно, конечно, округлость. Но округлость я не измеряю никогда. Я просто автоматически здесь на лапках прибавляю сразу пряжку. Ой, прибавляю петельки. Все, модель. Бежи к маме. Итак, вы измерили обхват головы по самому широкому месту, прибавили 1 сантиметр и вяжете цепочку из воздушных петель. У меня это 18 сантиметров, то есть 19 сантиметров я должна связать цепочку. Но накладывайте на сантиметр, потом не растягивая эту цепочку, для того, чтобы было место на свободное облегание, скажем так, чтобы головка проходила хорошо. И не забывайте о том, что количество ваших петелек, воздушных петель, должно быть кратно 2. То есть четное количество. Набирайте нужную вам длину, я наберу свою. Набрала я петли, у меня это 30 воздушных петель получилось. И теперь аккуратненько выравниваем, находим самую первую петельку от начала набора, вставляем крючок, вытягиваем петлю, ниточку и сразу же протягиваем ее через петельку. То есть закрыли круг. 2 воздушные петли подъема. И теперь в каждую петельку по кругу мы будем вязать столбики с одним накидом, 1 ряд. В первую я тоже провяжу, чтобы у меня тут отверстие не получалось. И хвостик, видите, сразу прокладываю. И в каждую петельку я вяжу столбик с одним накидом. Первый ряд, как всегда, не очень удобно, но не страшно. Вяжем по кругу до конца ряда. Связали круг.
Находим первый столбик, между столбиком вводим крючок и соединительной петлей закрываем ряд. 2 воздушных петли подъема. Дальше мы будем вязать резиночку. Делаем накид, следующий столбик обхватываем крючком сзади, вытягиваем петлю и провязываем столбик с одним накидом. Накид. Следующий столбик ищем, обхватываем его крючком спереди. Вот так. Вытягиваем петлю и столбик с одним накидом вяжем. Накид. Следующий столбик обхватываем крючочком сзади, вытягиваем петлю и провязываем столбик с одним накидом. И следующий спереди обхватываем столбик с одним накидом. Это называется выпукло вогнутые столбики. Их мы будем вязать до того момента. Я буду вязать 3 ряда. Шея у моего котенка коротенькая. Если вы вяжете взрослому коту, в общем, вы измерили свою шею, вы вяжите вот это расстояние, которое вы измеряли от основания уха и саму шейку. Все, связала я 3 ряда. Вот такая у нас шейка получилась. И теперь дальше мы будем вязать столбиками с одним накидом по кругу. Делаем 2 воздушные петли подъема. И здесь в первом ряду я сделаю 2 прибавки. То есть делаю вот сейчас прибавочку и сложу вот пополам и сделаю с этой стороны прибавочку. Примерно, не важно, там расчет петель тут не нужен никакой. Накид. И в эту же петлю, в эту же петельку я провязываю столбик с одним накидом. То есть я сделала прибавку, накид. В следующую петлю я вяжу столбики с накидом в каждую петельку. И вязать я буду до тех пор, пока мне не захочется сделать еще одну прибавку. Если ваш котейка, ну, такой упитанный, толстенький, сделайте на ряд 4 прибавки. Вообще особо не важно, в каких местах. Сделайте здесь, здесь, здесь и здесь. То есть, ну, примерно равномерно распределите эти прибавочки. Прибавка — это мы когда вяжем 2 столбика с накидом в одну петлю. Ну вот, например, я так приложу. Вот еще парочку свяжу и сделаю прибавку. 1 петелька, 2. И вот здесь я сделаю прибавку. То есть я в одну петлю свяжу 1 столбик с накидом и 2 столбик с накидом. Все, дальше я буду вязать по кругу рядами. Сейчас вот довяжем до конца ряда и покажу, как я креплюсь. Связала ряд. Между столбиками ввожу крючок, соединительной петлей закрываю ряд. 2 воздушные петли подъема. Накид. Еще вот это промежуток между столбиками. Ввожу туда крючок и вяжу столбик с одним накидом. Накид. Между следующими столбиками ввожу крючок, вяжу столбик с накидом. И так я вяжу по кругу. Я буду вязать в общей сложности 3 ряда. Это у меня место до, сейчас покажу, до начала отверстия для лапки. Здесь этот у меня поменьше, потоньше пряжа. Здесь 4 ряда вязала, да? Вот потолще пряжа, вот. Вяжу 3 ряда до начала отверстия. Просто по кругу. Все, связала 3 ряда. И теперь провяжу еще чуть-чуть столбиками, как и вязала. И теперь я буду делать отверстие для лапок. Отверстие, вот я сложила, например, вот это у меня будет животик, да, где остановилась, животик. Лапка, она пойдет с этой стороны, отверстие, и с этой стороны. В середине будет промежуток, где грудь у кота. У котенка в моем случае. Вот вы измерили, да, ширину лапки.
Там не обхват важен, там важен просто ширина лапки вот поверх, да. Например, у меня это там 3 сантиметра. 3 сантиметра. Я приложила сюда линеечку и понимаю, что мне нужно пропустить 4 петли. Вот 1, 2, 3, 4. Вот так. И в пятую я буду крепиться. Но набор петель потом, по новой, вот здесь, я сделаю больше, чем 4 петли, потому что после лапок идет пузико, а оно идет, это утолщение, да? Значит, нам надо сделать пошире нашу жилеточку. Вот, это мы уже оставляем отверстие и начинаем набор воздушных петель. Я буду набирать 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Набрала накид, но внизу я пропускаю всего 4 столбика. Отверстие 1, 2, 3, 4. И в пятую я креплюсь и сразу провязываю столбик с одним накидом. То есть за счет вот этих 6 петель мы сделали увеличение. Дальше я провяжу 7 столбиков. Общей сложностью у меня грудь, да, я померила расстояние между лапками. Вот у меня столько сантиметров, что 7 столбиков мне надо связать. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Дальше снова мы делаем отверстие для второй лапки. Набираю 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Пропускаю внизу 4 петли. 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в пятый я сразу провязываю столбик с одним накидом. Все, дальше я вяжу столбиками с одним накидом по кругу, пока не приду вот к нашей лапке. Что хочу еще сказать. Если вы вяжете для крупного кота, конечно, вы смотрите, ориентируйтесь на свои сантиметры. То есть, может быть, у вас тут не 4, может, у вас тут 10 будет петель, да, надо будет закрыть. И тогда вы набор делаете петель, ну, например, 12 или 13. Если он у вас пухленький, можно и 14, да, чтобы у него свободно лапка входила, но не болталась, чтобы он с нее не вышел из этой жилетки, не запутался. Вот, ну так вот, и, ну и не совсем плотно, да, а то иначе я раньше с рукавчиками делала такие кофточки, но у меня коты мои деревенеют и от рукавчиков вот так заваливаются на бок и лежат, и никуда не идут. А вот когда у них ручки свободные, ножки, лапки, они спокойно, хорошо бегают в этих жилетках везде. Довязали до конца ряда, также подъем. 2 воздушных петли и дальше вяжем, да, вот как мы вязали, столбиками с одним накидом. Вот здесь, где мы набирали 6 петель, вы там, может быть, 10, 13, не знаю сколько, 5. Вот, столько же нам нужно набрать здесь столбиков с одним накидом, прямо через край, поскольку рукавчики мы не будем навязывать, прямо через край можно. Вяжем 6 столбиков с одним накидом. 3, 4, 5 и 6. Накид и дальше провязываем, как мы шли, да, так мы дальше и идем. Это аккуратненько все распределяем. Все, вот оно, наше отверстие для лапки. И дальше мы то же самое делаем со второй лапкой. Также здесь провязываем 6 столбиков с одним накидом через край. И дальше, начиная от лапки, я буду вязать 7 рядов по кругу, также столбиками с одним накидом, как мы вязали вот здесь. Вот, вы вяжите такое количество рядов, чтобы прикрыть пузо вашему питомцу. Вот сколько вы измерили, да, от конца передней лапки и до начала задней. Столько и вяжите. Довязали нужную длину и теперь свяжем последний ряд столбиками с одним накидом, выпуклые и вогнутые, как мы вязали резиночку на шее. То есть обхватываем спереди крючком наш столбик.
вяжем столбик с одним накидом, потом сзади столбик с одним накидом. Так мы вяжем один ряд по кругу. Почти готова наша жилеточка. Отрезаем хвостики. И вот здесь можно обвязать рачьим шагом, да, нашу горловинку. Можно и не обвязывать, но я обвяжу, чтобы она как бы не растягивалась, что ли, во время стирки. Вот закреплюсь где-то вот здесь. И буду обвязывать рачьим шагом. Вытяну петельку, одну воздушную петлю подъема. И в каждую петлю, только слева направо, а не справа налево, я провяжу столбик без накида. Сейчас покажу еще раз. Ищем соседнюю петельку, вытягиваем петлю и столбик без накида. Получается такая плотная горловинка, обвязка. Ну, чтобы она не растягивалась, не пушистилась. Вот в каждую петельку вяжу по кругу. Потом обрезаю все хвостики, прячу их и примеряю. Все, обновки готовы для моих котяточек. На вязание вот этих 4 жилеток у меня ушло чуть меньше 2 часов. Самое главное, мои котята теперь в тепле. Маленько они такие деревянненькие стали еще, они потому что одежки никогда не носили. Но это ничего страшного, привыкнут. Надо приучать с детства детей одевать одежду. Если вам понравилось вязать с нами, ставьте, пожалуйста, палец вверх. Да куда же вы? Подписывайтесь на канал. Всех любим. Пока-пока.